为何这么久都没有见到一只魂兽？这3只千钧一竟然在压迫其他魂兽，修为恐怕已经…… Тансана ждет битва с 15-тонными императорами-муравьями. Это духовные звери с чрезвычайно высокой живучестью и практически непробиваемой защитой. Кроме того, их сила непропорциональна их размеру. А также, что интересно, у них нет собственных духовных навыков. Кто будет более грозным противником для Тансана? Темный тигр возрастом 65 тысяч лет или 3 императора муравьев, каждый возрастом 90 тысяч лет? Тигр силен благодаря своим невероятным навыкам и таинственным атрибутам, но эти муравьи, когда вместе, способны побеждать очень сильных врагов. Для Тансана более трудной была не битва с братьями-муравьями, а одновременное поглощение 3 колец 90 тысяч лет. О такой практике никто никогда не слышал. Кажется, Тансан единственный, кто пошел на такой риск. В любом лесу этих муравьев очень много, и они часто становились пищей для других духовных зверей. Несмотря на их прочную защиту, им явно не хватало атакующих навыков. Поэтому в битве против зверя такого же возраста, с большой вероятностью они проигрывали. Многие звери их ненавидели, потому что сломать их защиту и съесть было очень утомительно. Когда великий мастер рассказывал Тансану о 15-тонных муравьях, он подумал, что они похожи на его собственную сине-серебряную траву. Большое количество, но недостаточная сила, прямо как мусорный духовный зверь. То, что эти 3 брата-муравья дожили до возраста 90 тысяч лет, кажется чудом. Они явно были необычны. Это совсем недалеко от преодоления последней границы и выхода на уровень в 100 тысяч лет. Чтобы повысить свою силу, эти 3 императора шли на крайние меры. Они специально поедали своих сородичей, других 15-тонных муравьев. А муравьиные королевы еще более питательны. Они выискивали королев, чтобы поглощать их и становиться сильнее. Вот их история. Изначально их было 3 братьев. Все они были сильными солдатами колонии 15-тонных муравьев, но благодаря своим заслугам стали генералами-солдатами. После этого они вели войны во всем лесу, сталкиваясь с разными опасностями. По мере того, как их сила росла, королева муравьев начала их бояться и решила уничтожить. В колонии королева муравьев командовала всеми вокруг, а также отвечала за продолжение родовой линии. Но сама муравьиная королева не обладала боевой силой. Если появятся муравьи-солдаты, которых она не сможет контролировать, это скорее всего приведет к проблемам. Следовательно, королева не позволяла муравьям-солдатам стать слишком сильными. Если какой-нибудь муравей-солдат достигал возраста более 1000 лет, королева немедленно приказывала атаковать и уничтожить его. Но этим 3 братьям-муравьям повезло. Из-за их героизма в бою и большой силы, их поддержали другие муравьи-солдаты. И когда королева приказала их атаковать, другие муравьи заранее их предупредили, и 3 братьев смогли убежать. Они были верны и преданы королеве муравьев, поэтому, когда с ними так обошлись, они разгневались и далеко не убежали. Они воспользовались битвой между своей колонией и другой группой 15-тонных муравьев, чтобы незаметно проникнуть в логово королевы и убить ее. 3 брата поглотили ее, а затем бесследно скрылись. Спустя некоторое время они обнаружили, что их тела претерпели большие изменения. Их сила также стала еще больше. Поглощение королевы муравьев значительно увеличило их развитие. Это открытие помогло муравьям составить план. С тех пор они повсюду искали другие гнезда 15-тонных муравьев, ища возможность проникнуть внутрь, убить и съесть королеву. Вначале они часто оказывались в опасности, несколько раз чуть не погибая от атак муравьев-солдат, но их сила росла. После достижения 10 тысяч лет они стали еще более беспринципными. Они часто врывались в муравьиные гнезда и убивали королеву. И эти 3 брата стали публичными врагами всех 15-тонных муравьев во всем Великом Звездном лесу. С их силой никто из муравьев не мог им противостоять. Они стали более амбициозны. Найдя маленькое озеро в центре леса, они поняли, что это место, где природная энергия была наиболее обильной и наиболее подходящей для развития духовных зверей. К сожалению, они слишком высоко о себе думали и столкнулись с одновременной контратакой обезьяны-титана и буйвола-питона, которые прогнали 3 братьев. Братья-муравьи сбежали, но они также были изгнаны из Великого Звездного леса и больше не осмеливались вступить внутрь. Такая интересная история, что хоть отдельное аниме снимай. Чувствуя, что присутствие 2 лесных королей исчезло, они, так же как и Темный Тигр, осмелились вернуться прямо на землю Дамина и Эрмина. Именно поэтому они не собирались уходить, когда видели Тансана. Они были уверены в себе и в то же время хотели защитить свои только что утвердившиеся позиции лесных королей. У каждого на спине была пара огромных прозрачных крыльев, явно способных летать. 3 императора муравьев собирались занять территорию Дамина и Эрмина. Они чувствовали себя хозяинами леса. До прибытия Тансана эти 3 императора муравьев приказали всем муравьиным колониям в лесу доставлять 30 муравьиных королев в качестве еды каждый день. Иначе они уничтожат колонию. И у тех не было выхода, им приходилось выполнять приказ. В анонсе показано, что эти муравьи терроризировали других зверей, и Тансан решил спасти всех. Он приземлился прямо напротив братьев муравьев и, направляя к ним трезубец, спросил:
Кто позволил вам вторгнуться в жилище лазурного боевого питона и обезьяны Титана? Дальнейшие события мы уже увидим в серии. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему Тансан справится с этими муравьями. Подписывайтесь на канал и всем пока.